Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор. Ботиночная версия New Balance, а именно 754. Как вы понимаете, это азиатская версия. Из года в год штампуют ее. Уже очень много модификаций. И с мехом, и без меха. Но вот у нас сегодня вариант без меха. Официальный ценник Джамилько и все дела по своему курсу, наверное, за доллар рублей 120, 14 990. Ну и где-то в коричневых цветовых гаммах где-то, наверное, 8-9 тысяч распродают. Но за рубежом 120-130 долларов стабильно. Ну что, будем разбирать сами ботинки. Как обычно, по традиции, Леня подогнал. Он мне North Face предоставлял и вот эту пару предоставил. И он мне еще предлагал, кстати, другие варианты кроссовок. Вот я вам сейчас повставляю фотографии, и вы в комментарии напишите, вдруг хотите посмотреть, я обязательно у него возьму. И ссылку обязательно я на его группу и на его самого укажу в описании. У него есть кое-какие варианты по демократичным нормальным ценам. Поэтому заходите, смотрите. Давайте поглядим поближе, что мы здесь имеем. Здесь вверх это кожа. Сейчас уберу колодку и посмотрим. Кожа разного качества. Видите, вот здесь вот какая кожа. Вот посмотрите здесь какая кожа. Изнутри вот такое чувство, как будто вставлен картон. Но вот по жесткости весьма своеобразно. Сгиб будет держать неплохо. Морщины, вот эти загибы будут, конечно, появляться. Но при должном уходе, в принципе, все должно быть нормально. А должный уход — это бесцветный крем поначалу, а потом в цвет обуви. И вот идет по всему периметру так. Вдавленная надпись NB очень круто смотрится. Нейлон, синтетика, вышитая надпись, прошивается. Вот здесь вот окантовка, ну, смотрится весьма так, как-то, я не знаю, по-китайски, наверное, вот так выразиться. Вот она идет по всему периметру. Да, это защита от влаги и так далее, но смотрится очень своеобразно. И вот здесь вот я так сперва издалека смотрел, у меня здесь темновато было, я думал, это клей, а потом смотрю, это нитка торчит. Так что, Леня, ты меня слышишь, убери это дело потом, чтобы потом никто не предъявил. Ну вот нитка торчит, фиг его знает, откуда она там торчит, поперек сделали. И вот здесь вот прошивается по всему периметру. Ну, не знаю, на любителя. Я обычно привык, что вот до сюда идет и на пятки. А здесь, видите, по всему так сделали. И голимая синтетика, типа как бы под резину закос, загнули края. Но это синтетика 100%. Да вот, даже здесь можно посмотреть, вот, обычная синтетика. Главное, чтобы потом на сгибах она не полопалась. Хотя вот как раз это и может здесь случиться. Здесь минималистичные кружочки цветоотражателей. Ну, в принципе, неплохо. Хоть кто-то не забыл вставить. Модель по весу очень легкая. Опять обтекаемая, мобильная, молодежная. Ну, легенькая вообще. Сгибается, в принципе, неплохо. Шнурки идеально подобраны по длине. Смотрите. То есть никаких проблем здесь не будет. Вот тыка в тыку, как и должно быть. Здесь металлические вставки, на конце обычно отверстия, как делают. Ну и в принципе вот так вот. Здесь никакой кожи нет. Ну здесь вот кожаная вставка такая минимальная под шнурки, а здесь вот это идет нейлон. Изнутри здесь идет такой своеобразный синтетический текстиль под вид махрового, что-то такого. Ну вот наподобие, на ощупь, по крайней мере. Но он идет, знаете как, по какому периметру? Вот язычок и пятка, вот так вот. Все. Дальше идет вот здесь вот обычный текстиль, то есть более плотный. А здесь вообще почему-то тонюсенький текстиль. И здесь, говорю, как будто картон вставлен. Есть еще версия из меха синтетического. Но я так понимаю по базе, что он вставлен, наверное, также по периметру пятки. Вот здесь вот. И на самой стельке. Я думаю, там не будет здесь никакого меха. Вот у кого с мехом, вы напишите. Правильно я предположу, что здесь меха нет и здесь нету меха. И вот эта версия, это демисезон, зима, но до минус 5 градусов. С мехом до минус 10 градусов. Но все равно в носке это голимая кожа. От носков многое зависит.
насколько вы будете заходить в помещение, сколько на улице будете стоять. От минус 10 и ниже я бы не стал вообще бы такие носить. Они очень как бы обтекаемые, говорю, очень удобные. Вот они прям, знаете, вот, ну вот как кроссовки какие-то вот спортивные, только в ботиночном уклоне. Никаких пропиток здесь не надо, не нужно деньги тратить. Это все-таки не шероховатая кожа. Здесь крем. И все, а в крем входят уже все водоотталкивающие агенты, вы уж мне поверьте. Промежуточная подошва, это опять этилвинилацетат по жесткости. Здесь жесткий, здесь, видите, можно продавить, здесь резина поменьше. Но так жестковатая промежуточная подошва, вообще прям, ну такая, на морозе будет конкретно дубеть. Резина по толщине, поглядите, какой протектор. В принципе, такой неплохой, но резина... И протектор сам по себе асфальтный. Если будет снег, если он еще будет затоптанный, вы будете вообще очень-очень сильно скользить. Стелька, вот сток стоком. Обычная Эва, вот, вообще никакущая. Но здесь вот этот такой, опять же, текстиль синтетический, как и здесь по всему периметру. Но присутствует такая минималистичная боковая поддержка. Крошечная наклеечка с материалами. Раньше была огромная, сейчас уже меньше. Раньше была надпись NB здесь с номером версии, модели. А сейчас уже и надписи нет. То есть сэкономили на краске, да? Да мне на Рибаке вечно говорят, а где, Женя, надпись? Рибак раньше была у них на стельках, а сейчас нету. Я говорю, ну вот так вот. Удешевили производство, что поделать. Внутри картина стоковая, опять же, идет. Здесь текстиль, а здесь картон и такой, ну, обычный текстиль. Я люблю, говорю, когда по центру прошиваются и вот эти материалы скрепляются между собой, хоть какая-то защита от холода со стороны именно подошвы. Модель вот именно эта делалась в 2016 году, делают у нас во Вьетнаме. В принципе, вот такая вот следующая информация. Но здесь у меня сейчас свет очень сильно светит, но я думаю, все видят. 3 ряда, но там 4-й внизу где-то затерялся. Человек писал, говорит, подарили. Но вот такая вот проблема, пятка, говорит, вылетает. И думаю, проверю, как пятка здесь. А с пяткой здесь намудрили черти чё. Вот здесь должна помещаться ваша пятка. Здесь от силы сантиметра 3. Вы думаете, у меня такая пятка, вот выемка, очень маленькая. Вот сейчас вот здесь посмотрите. И теперь гляньте, как сделано на North Face. Здесь вот эта выемка совсем по-другому сделана, и до сюда сантиметров 5 как минимум. Здесь у меня хорошо пятка помещается, а здесь она мне не уходит вот в этот именно стакан, и получается у меня пятка вот сюда вот упирается, и она болтается просто. Я в тот раз посоветовал ему, говорю, ну попробуй стельку более тоненькую поставь, вообще минимальную. Он говорит, поставил, частично проблема была решена, но говорит частично, не до конца. Я говорил, что North Face это какие-то недоботинки, а вот я даже не знаю, как теперь New Balance 754 обозвать их. Они еще ниже по высоте. Длина стельки у размера US 7,5 26,1. Очень сложно сказать по US 7,5 большемерит или маломерит эта модель. Но я думаю, модель идет в принципе размер в размер. А вот и вид сверху. Подобрать штаны под эти ботинки очень сложно, ибо высота не совсем стандартная. Если чиносы или какие-то джинсы зауженные, да, под низ, я думаю, можно. Но вот как мои штаны, они будут всегда выпрыгивать в итоге только наверх. Понятное дело, у меня размер 8,5, это 7,5. Ну, чуткарь поддавливают. В принципе, терпимо. Что могу сказать? Вот они мне впритык, да, и у меня пятка частично вылетает. Да, частично вылетает, потом еще пятка сильнее прижмется и вообще будет конкретно вылетать. То есть, я не знаю, вы обязательно напишите, если у вас вот такие вот есть, как вам пятка. Из плюсов отмечу идеально подобранные шнурки по длине. По амортизации, ну, если будет еще 0 градусов, минус 5, будут дубовенькие, обтекаемые весьма. Очень мобильные, движниковские, для молодежи это самый раз будет. Но по комфорту, я говорю, ну не ахти, здесь как бы ожидать нечего. По стабилизации нога, ну в принципе в нейтральном положении. Так себе здесь вариант. Ну а в целом, что я могу сказать? Ботинки весьма неоднозначные. Если брать, то на демисезон. Если на зиму, то Москва-Питер до минус 5 градусов.
Ну а там уже дальше все на свой страх и риск. Оценки увидели, брать само собой только за рубежом, не в РФ. На этом все, глянем сейчас на ногах. Всем спасибо и всем до свидания.